Привет! Ну что, сейчас уже почти лето, очень холодно, обещают ливни, сегодня обещают ливни, но вот я оказался снова в одной замечательной речке, у меня здесь 2 часика, сейчас попробую пойти вдоль реки, посмотреть, что здесь. Пока места такие, конечно, заболоченные, но мне кажется, что где-то здесь должна ловиться, в принципе, щука, и я попробую. Первую на приманку поставили вот такой, крафт, я уже забыл, как савичгировский. 8,5 сантиметров, сколько я помню. Сейчас будет здесь ссылочка. Ну что, погнали, быстрее на реку. Какое замечательное место. Ну что, так, видно, что здесь есть и глубина, и свес, и даже вот какие-то коряги в поляризационные очки видны. О, и здесь закуток. Вот здесь даже перспективнее. Надо стать здесь, обкидать раз локацию и два. Где-то в этой области должна ловиться щука. Однозначно. В придонном слое. Ну что, погнали, попробуем. Ёпта, прямо да. Ну и поклевочка, щучка. Ну ты и даешь. Прямо у ног. Ну, сэвидж-гир работает. И как тебе взять такую? Нушку, наверное. Ух ты, какая красотка. Ну да. Серьезный аппарат. Красотка. Вот щучку. Вполне неплохая. Вполне неплохая щучка такая. И вообще без повреждений практически. Прямо взял около берега на такую интересную приманку. Свечгировский. Ну, в принципе, крафт-тейл он всегда ловит небольшом. Первая щука взяла у меня на крафт-тейл такой. По-моему, это 8 сантиметров. Отличная приманка. Уже было много поклевок на нее, поэтому есть вера в нее. Но видите, рыба ловится, поэтому что говорить, надо пробовать. Так, ну, теория оказалась подтверждена практикой. Почему я тут не использовал другие приманки? Ну, во-первых, я места не знаю, поэтому такой вариант оснастки, он значительно лучше, чем просто приманки, либо джиг. Ну, плюс это чисто щучьи места, но тут должна быть щука где-то, просто надо правильно подобрать приманку. Погода щучья, и ветер есть, просто здесь его не чувствуется. Поэтому по всем признакам щука должна ловиться. Но резко похолодание, перепад давления. Но я в эту фигню верю, но как бы факт, что я на месте уже, поэтому надо ловить. Ну что, попробуем дальше. Короче, подписывайтесь на канал в ютубе. Фишранер. Фишранер. Но я места не буду называть, если так же. Какая-то река. Ух ты, какой заброс. Хороший получился. Эх, мертво. Пока приманочка. Ай, блин.
Привет, Миш, если смотришь. Может, ты мне еще привезешь этой резинки, потому что она творит чудеса. Но, с другой стороны, не кидая в таких местах, не стоишь такую рыбу. Если будешь всю жизнь ловить по паркетным местам, когда в жизни не увидишь ничего нормального. Поэтому это расходник, к нему надо относиться соответственно. Конечно, попробую сейчас достать, но я думаю, это маловероятно. От берега. Такие расстояния нереально доставить. Нет, там даже не дергается, там мертво. Ладно. Все. Пока-пока. Ну что, такое место прикольное. Ну что, наверное, пора заканчивать эту рыбалку. Потому что темнеет, еще за нерестов запретом на время суток. Погода, как говорят, петух. Ну что, спасибо этой речке замечательной. Вот. Щуку взял, отпустил, приманку оставил. Обязательно вернусь сюда еще половить. Ну вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, выложу это видео, не знаю, что времени нету особо. Ой, все, пошел к машине. Потому что сейчас, наверное, я не выйду из этой ямы. Посмотрим, что там и как. Ну что, привет-привет. Мы приехали на одну замечательную реку, которую воспевали разные поэты. Сегодня погода петух, дождь без конца льет, поэтому пробую половить. Сегодня по щуке, наверное. Потому что такая погода. Может и головля возьму, но не знаю. Пока попробуем пройти, потому что дождь уже достал, уже вторые сутки льет. Но что дома сидеть? Так, только что была первая поклевка. Как по мне, это был небольшой щупачок. На 200-300. Ой, только 200-300. Ну, небольшой, короче. 600, наверное, 200-300. Я уже по головлю меряю. Кто-то был. Может, бобер какой? Опа. Зашибись. Такого сильного ветра нет, как обещали. Аж дождь идет. Ну, идет, идет. Поклевку одну получил. Будет доволен. Распишись. Та-дам! Так, ну что, такая килошка. Чувствовал я, что на этот бобер сегодня возьмет. Ну что, полностью впасть хоть? Полностью, да.
Ну что, взяла первая щучка. Такая небольшая, совсем коротенькая. Блин, на севичгировскую приманку. Вот. Поэтому сейчас мы ее отпустим и отцепим сначала. Да, немножко закровила, но ничего страшного. Здесь, в принципе, приманка не глубоко. Главное, чтобы этот крюк не сел мне сейчас в руку. Потому что такое часто бывает. Потому что когда ты озвучиваешь это, опа. Кстати, здесь она выплюнула такую рыбку. То есть она охотится. Мы это понимаем. Все, я сейчас тебя достану, извини. Все, рыбку отпустили. Вот. Ну в чем прикол? Такая щука, то есть атакует вот такую приманку. Подожди-ка. И такую приманку. То есть приманки подобраны верно. Поэтому это что у нас, красноперка, скорее всего. Ну прямо идеально, да. То есть не пугайтесь никогда приманок 12 сантиметров. Потому что, ну, они по факту ловят. Рыбку я тебе уже отдам. Сейчас мы ее сфотографируем один разок и отпустим. Ну что, погнали дальше. Так, ну что, возвращаем рыбку. Пускай едят. Кто-нибудь ее съест. Щука еще тот санитар реки, поэтому... Да и самых всяких падалей хватает, вообще ничего не пропадает. Ну что, 2 поклевки, 1 реализация. Щучка небольшая. Как бы щучка кормится. Приманка вроде бы подобрана правильно. Единственное, что у меня запас этих приманок уже иссякает. Вчера оторвал одну. Вот, поменьше размером. Немного больше щука. Зацепил. Сейчас взял побольше размер. Ну и снасть потяжелее. Ну что, пробуем еще половить. Погода реально щучья. Она сейчас атакует активно, потому что шумно. А мирная рыба не может сейчас понять, с какой стороны щука может подойти. И щука прямо активно кормится. Это называется щучья погода. Поэтому можно тут, в принципе, по этим местам ловить другую рыбу, но я прямо себя здесь сдерживаю, чтобы не закинуть. Я взял в коробке много приманок, потом покажу, что у меня там есть. Но основа, конечно, будет основа. Это щука. Вот такая вот приманочка. Это активность играю. У нее есть как-роллинг. Неплохой. Кроме классной игры хвоста. Все-таки это виброхвост, можно сейчас сказать. Значит, использую я поводок. Севичгировский регенератор. Аналог хардмона. Опа. Перекинул. Значит, в принципе, мне еще пока ни разу не это 0,6. Ни разу еще щука не перегрызла его. Будет даже интересно, если какая-нибудь перегрызет. Чуть на снос кидаем, проводку делаем. Надо вон там, чтобы она максимально долго задержалась в нужном горизонте, в том месте. И после островка этого, который свалился, тоже интересное местечко. Если обратка, я думаю, там будет. Вот это была поклевочка. Вторая поклевочка. 2 поклевки подряд. Эх. Давай пробуем. Не засеклась. Уже пошел ливень. Откровенно говоря. Ну, сам прикольно, что там какие-то велосипедисты гоняют соревнования. Это так подогревает, что не я один такой больной. Вот там вот, если видите, машина, и там велосипедисты ездят в такую погоду. Это, поверьте, это хуже намного, чем я в мембране.
все-таки Savage Gears, потому что я перепробовал уже всю коробку практически, кроме спиннеров. И то спиннер еще можно пробовать. И не особо мне понравилось. Блин, ну что-то в этой приманке, короче, есть такое, не знаю, может двойник ставить, что ли. Потому что ну поклевок много, но исходов много. Прям вот за нос, за хвост. Ну, скажу ради интересно, что приманки очень живучие. Выдерживают, я не знаю, сколько поклевок. Ну, у меня минимум вообще никаких там повреждений даже нет таких. Короче, пока погода такая, весь намок. Решил проверить, что у меня вся грудь мокрая. А я человек, который переболел 3 раза ковидным, 2 раза левосторонним пневмонией. Очень хорошо знаю, что это за болезнь. И знаю, как к этому относиться. Еще в детстве переболел. Вот. Наверное, думаю завершать, потому что что-то я прям подмерзаю. Ну, у меня сейчас спина такая же вся. Погода, конечно, не айс. Ну, зато какие тут виды красивые. Скажу вам. Ну, это дождь. Поклевки получили, рыба есть. Не, может сейчас еще что-нибудь соображу, просто немножко погреться. Хотя бы чай это хорошо. Теплый чай это хорошо. Вообще я путь держу в Березу с Минска, поэтому по дороге просто еду. Заезжаем в такие участки. Пробую ловить. Там как карта ляжет, так ляжет. Посмотрим. Ничего не загадываю. Ну что, погнали дальше. Как погода? Как это красиво. Кто-то бежит, кто-то ловит рыбу, кто-то едет на велике. Каждый занят своим хобби. Все страдают. Да, доброжелателей, чем бегуны, нет никого. Ну, дистанция, конечно, это сотка у вас, да? Жесть. Но я думаю, все будет хорошо. Ладно, легких ног там, успехов. Ой, запах тут какой чудесный. Дорогу разнесло капитально. Батька Нема. Я попробовал собачку.